Добрый вечер! Мы начинаем прямой эфир Forbes Education, посвященный творческому образованию в Великобритании. Я Юлия Черепанова. Как обычно, часть разговора сегодня будет проходить на русском, а часть на английском языке. Вы можете задавать вопросы участникам нашего эфира в комментариях под трансляцией. Мы ответим на них во время Q&A-сессии в конце эфира. Со мной в студии эксперт по британскому образованию, основательница Almanax Education Consultancy Юлия Колбасова. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер, Юлия. Рада быть с вами. Юлия, британское образование ассоциируется с престижем, качеством и традициями. Насколько этот образ соответствует действительности и действительно стоит ли ехать учиться в Великобританию? Я абсолютно убеждена, что, конечно же, стоит, тем более, если мы говорим о креативной индустрии, о креативных специальностях, потому что я думаю, что наилучшим, наверное, наследием, достоянием Британии являются выпускники в креативной сфере. Я думаю, что все мы знаем британских знаменитых архитекторов, кинорежиссеров, дизайнеров и так далее. Второй момент — традиции, о которых вы упомянули. Естественно, столетние традиции не только образовательной системы сами по себе, но ведь качество и традиции — это что такое? Когда страна или учебные заведения могут постоянно производить что-то очень достойное, что востребовано во всем мире. Ну и, наверное, последнее, что я скажу, Британия очень мультикультурная страна, и страна, которая позволяет своим жителям самовыражаться. И все это, конечно же, добавляет вот к этому креативному, такому творческому духу, который, безусловно, присутствует на этом небольшом острове, который вынужден был, кстати, в силу своего небольшого размера, постоянно изобретать какие-то новые идеи, чтобы хотя бы как-то быть знаменитым. Вот, наверное, так. А чем система высшего образования в Великобритании отличается от российской? Что важно знать о программах, которые доступны российским студентам? Отличия, наверное, прежде всего состоят в том, что, во-первых, британское образование, высшее образование, как правило, длится только 3 года, за исключением, например, архитектурных специальностей. Кроме того, оно достаточно узкоспециальное. Мы все знаем, что в Британии не учат, скажем так, каких-то общих дисциплин, например, как, не знаю, там мат-анализ или что-то другое. Идя в университет, британские студенты абсолютно четко учат свою специальность и, может быть, некоторые смежные модули. Собственно, наверное, вот кратко это все. Когда вы говорите 3 года, вы, наверное, имеете в виду бакалаврские программы. Да, совершенно верно. А в том, что касается магистратуры? Магистратура, как правило, это год. Есть ли какие-то еще программы, вот, например, Foundation, что это за программа, потому что в России ее нет, и для чего она нужна? Соответственно, тогда я отвечу на вопрос следующим образом. Как будет выглядеть британское высшее образование для выпускника российской школы? Первое, что выпускнику предстоит, это действительно пройти программу Foundation. Это годичная программа, которая предназначена только для иностранцев, в течение которой строится так называемый мостик между российским средним школьным образованием и британским первым курсом, потому что есть разница в школьном образовании. Ну и, естественно, российского школьника приводят к неким таким британским стандартам, в том числе и в уровне английского языка, и в дисциплинах, которые он выбирает. То есть у нас есть Foundation, это год. Есть очень интересная программа, которая называется International Year. Это такой очень интересная комбинация и фаундейшена, и первого курса. То есть при успешном прохождении этой, опять же, годичной программы студент-иностранец сможет пойти уже на 2-й курс британского вуза. То есть, скажем так, мы экономим год. И, соответственно, бакалавриат у нас, как правило, 3 года, как я уже сказала, и магистратура — это год. Есть предмагистерские программы, которые немножко похожи на Foundation, опять же, они призваны несколько адаптировать студента-иностранца, то есть pre-masters, они тоже существуют. Это тоже годичные программы? Как правило, есть и год, но очень часто они гораздо короче, со скидкой на то, что магистранты, они уже, скажем так, более взрослые, более подготовленные. Правильно ли я понимаю, что поступить после российской школы на бакалавриат не получится никак? Нет, совершенно никак. То есть именно после российского образования с российским аттестатом невозможно. Если, естественно, студент здесь обучается по программе IB или по программе E-Level, то тогда, естественно, варианты есть, коль скоро это британская программа, либо
международный. А какие еще есть варианты избежать foundation и сразу поступить на бакалаврскую программу? Конечно же, приехать в Англию. Приехать в Англию заранее, поступив в одну из прекраснейших британских частных школ, в один из знаменитых пансионов и подготовившись там. И особенно, наверное, для тех соискателей, которые хотят поступать на креативные специальности, подразумевающие портфолио, наверное, это самый лучший вариант, который я бы рекомендовала. Можно ли поступать на магистерские программы после российского бакалавриата? Да, конечно. Да. Это тоже интересный вариант, особенно с точки зрения, наверное, экономики. А какие вообще документы, тесты требуются для того, чтобы поступать в британские университеты? Если мы начнем с фаундейшена, то я люблю сначала все упростить, усложнить мы всегда успеем. То есть, если все упростить, то требуется аттестат, но, опять же, коль скоро все подается заранее, и очень часто, когда российский школьник подает в британский университет, он еще не закончил школьное образование, поэтому подается табель с оценками, переведенный на английский язык. И вторым очень важным критерием, естественно, является уровень английского языка. Как правило, это IELTS. IELTS, по сути, это самый универсальный способ доказать уровень своего английского. И IELTS для фаундейшена желателен 5,5. Какие-то университеты примут с уровнем 5.0. Это foundation, и нам ряд креативных специальностей, конечно же, требуется определенное портфолио и мотивационное письмо. Если говорить про программы бакалавриата, если мы предположим, что foundation не потребовался, человек имеет право поступать на бакалавриат, какие требования? Они будут сложнее, чем для foundation? Конечно, да, то есть повышаются требования и по английскому языку, потому что уже на первый курс студент-иностранец абсолютно четко встраивается в британский университет, собственно, с британцами. Соответственно, повышается уровень IELTS, очень часто это 6, но, если честно, на практике я чаще наблюдаю, что у студентов 7-7.5. Я думаю, что мы впоследствии можем обсудить немножко это более подробнее. И, естественно, требования по портфолио, они уже гораздо более серьезные. Вы уже приходите с портфолио, с каким-то осознанным выбором. И, кроме того, обосновываете свой выбор. Есть ли какие-то сложности с магистерскими программами? Что-то, что еще нужно? Да, на магистратуре, наверное, моя рекомендация – это четко учитывать смежность первого высшего образования и той магистратуры, которую соискатель хочет получить. То есть, условно, если вы окончили экономику, но пытаетесь поступить на магистратуру, предположим, там, urban design, да, то, естественно, это могут быть некоррелирующие специальности, и нужно будет либо доказывать что-то своим опытом работы, либо приводить какие-то особенные, в общем-то, свои амбиции, почему вам это надо. В общем, как-то это нужно поженить, да, то, что у вас было до этого, и то, к чему вы стремитесь в магистратуре Великобритании. А можно вас попросить еще рассказать о том, что такое система ЮКОС и зачем она нужна? Да, замечательная система, на самом деле, которая делает, мне кажется, процесс гораздо более удобным. ЮКОС – это унифицированная система подачи в британские вузы. И, кроме того, это прекрасная такая, на мой взгляд, Википедия, которую я рекомендую всем студентам-иностранцам изучать. То есть это и система подачи в вузы, в которую вы заходите, очень просто выбрать университеты. Напомню, что выбираем мы, как правило, 5, то есть больше нельзя, меньше, пожалуйста. Туда же заливается ваше мотивационное письмо, любой опыт работы и обязательно рекомендательное письмо. И, собственно, автоматически одним кликом все отправляется в нужные вам вузы. И, соответственно, через этот портал вы получаете все ответы и нервно, постоянно проверяя, наверное. И да, повторюсь еще раз, это прекрасный информационный ресурс, поисковик, advisor такой. Насколько сложно получить британскую визу? Наверное, мой любимый вопрос и самый простой. Я очень люблю развенчивать мифы. Британскую визу получить действительно просто, потому что есть только два требования. Первое требование – это приглашение от университета, которое, произведя все вот эти инсинуации и усилия, студент непременно получает. И второе – это, естественно, финансовое требование, то есть нужно должным образом показать свои финансы. И это действительно тоже просто.
Анкета длинная, да, но она абсолютно точно логичная. Поэтому я хочу сказать всем, что не нервничая и подходя к этому вопросу как к обычной какой-то бюрократической процедуре, получить визу действительно просто. И даже в период ковида британцы с некоторой задержкой, но визы выдавали, то есть у нас не был приостановлен процесс, дети получали визы, прилетали на учебу. И здесь я тоже кратко хочу сказать, что сейчас в паспорт вставляется такой стикер, раньше он был только на месяц, и по приезде в Великобританию вы уже получали такую карточку резидента, студента, такой прекрасный документ. Сейчас этот стикер действует даже 3 месяца, то есть позволяя спокойно прилететь, обосноваться, пройти карантин и, соответственно, получить уже карточку. Вот. Как обстоят дела с возможностью оставаться в стране после обучения? Ну, мы очень ждем июля 2021 года, потому что правительство уже приняло решение возобновить программу Postgraduate, которая будет позволять выпускникам британских вузов на 2 года оставаться в Великобритании для того, чтобы искать работу, получать какую-то практику. И выдача этой визы будет привязана только к наличию диплома. А те, кто получают PhD, то есть докторантуру, им будет дано даже 3 года. Мне кажется, что именно для выпускников креативных специальностей это особенно важно. Почему? Потому что очень часто работа в креативной индустрии, она больше основана на фрилансе. И имея такую визу, можно много где себя попробовать. То есть я аплодирую нашим иммиграционным службам. Вопрос, наверное, самый типичный. Сколько вообще стоит образование в Великобритании? К счастью, университеты у нас стоят примерно одинаково. То есть у нас нет колоссального разброса, что где-то специальность стоит, например, там, половину, а где-то повышение на 100%. Цена за бакалавриат в год варьируется примерно в рамках 16 тысяч фунтов в год. Соответственно, мы умножаем это на 3 года. И траты на проживание. В зависимости от региона Великобритании и запросов студентов, эта сумма может быть такой же, то есть тоже в районе 16 тысяч, но, если честно, как правило, она больше. То есть вот так. Есть ли какая-то закономерность, что где-то в целом дороже, а где-то дешевле? Абсолютно. Лондон всегда дороже, это абсолютно очевидно. И более мелкие города Великобритании, они всегда, естественно, более экономичные с точки зрения проживания, то есть accommodation, да, жилья, резиденции, с точки зрения просто трат на как бы ежедневные какие-то траты, плюс можно ходить пешком и так далее. Существуют ли стипендии? Да, стипендии все еще есть. Должна сказать, что больше магистерских стипендий, нежели бакалавриат. Знаменитый Чивнинг, он до сих пор существует. Сейчас Великобритания переживает такой, не хочу говорить непростой, давайте скажем интересный период, поскольку у нас произошел Brexit, и сейчас пересматривается, точнее уже была отменена программа Erasmus, которая в принципе россиян не касалась, но тем не менее мы ждем, что все-таки для иностранных студентов это принесет дополнительные возможности, коль скоро европейцы теперь уже приравнены ко всем иностранцам. И есть отдельные стипендии, которые выдают отдельные университеты под определенные специальности иностранцев. Поэтому здесь рекомендация, конечно, наблюдать за такими стипендиями. Ну, наверное, последний вопрос, на который вы уже отчасти ответили. Все же, зачем ехать в Великобританию учиться творческим специальностям? Вы знаете, я, наверное, скажу, что Великобритания действительно творческая столица по самым разным показателям. Как я уже сказала, эта страна действительно очень либеральная, и вот та культура, которая там создана, она стимулирует сам креативный процесс. Помимо этого, мне кажется, творческим людям им очень важно вдохновение и очень важно, наверное, отсутствие жестких рамок. И сам вот такой англосаксонский подход, который с школьной скамьи внедряется в студентов, когда хвалят больше за усилия, за effort, за прогресс, нежели за конкретные какие-то отметки, создает в целом такую культуру, которая позволяет креативить, нет иного слова. Мы уже упомянули, что множество знаменитых выпускников, действительно просто прекрасные университеты и такие хабы, да, по
что еще очень важно, кросс-креативности, то есть когда креативность принимает формы кросс-дисциплинарности. И вот эти все кооперации, коллаборации, они дают прекрасные результаты. Плюс действительно очень много частных инвестиций в креатив, в инженерные школы, там, школы дизайна и так далее. Это тоже дает надежду. Спасибо большое. Хотелось бы привлечь теперь к нашему разговору представителей университетов, которые будут участвовать в сегодняшнем эфире. С нами на связи Стивен Брукхаус, профессор архитектуры, директор школы дизайна, креативных и диджитал индустрий University of Westminster. Hi, Стивен. Hello. Также с нами Наталья Ненарокомова, специалист по зачислению международных студентов Norwich University of the Arts. Hi, Наталья. Hello. Hi, everyone. И Мария Куэро, старший специалист по работе с международными студентами Arts University Bournemouth. Maria, hello. Hello, everybody. So, and I'd like to start off with a rather general question. So, in your opinion, what are the reasons to go and study creative industries in the UK? Stephen, could you start with this one, please? Thank you. Well, I think the first thing to say is the creative industries are very highly valued in the UK. They're seen as a major contributor to the economy and society. And as a service industry, they're very well respected. And that's reflected in the university sector. So we've got a vibrant mix of teaching and industry engagement. And we have a very rich performance and artifact culture, but a growing digital culture. So we're leading in games, animation, film, music, fashion, architecture. I think urban design was mentioned earlier, as well as media and communications and journalism. It's an international location, so very much open for business, which means it's very open. And I see there is lots of opportunities for talent from all over the world to study here and make the most of the work placement and employment opportunities, and then possibly the future career opportunities that are available. Thank you. Maria, you came to the UK some years ago as an international student yourself. So why did you decide to study in the UK, and what makes this country special for those interested in studying creative education? Well, one of the things that drive me to choose the UK to study as a student many years ago was my understanding on how much in the UK they develop the practical skills, especially in creative art programs. And one of the things that also really attract me from the education system is the way that collaboration happens between courses. Especially with creative art degrees as well. So that's something that I think students really enjoy throughout their experience at higher education, but it's also something that gives them amazing skills and tools to use in the future as professionals as well. So those were some of the things that really attract me the most. I have to say, I also fall in love with Bournemouth the first time around. It's a beautiful place and I never left. So that was another thing for me to choose the UK as well, the location. Natalia, and in your opinion, what are top programs in creative education in the UK, those which are most popular and in highest demand? Well, UK is famous for its legacy in creative industry, so it is one of the global leaders currently in the creative fields. So I think, to build on what Stephen said, it's really hard to choose just to define flagship programs because of the variety of things available, whether it's film, design, or theatre, publishing, advertising. I would definitely say that. I think at the moment, visual effects and game design are gaining its popularity, and it's very dense industry with lots of studios based across the UK. And
for work both in-house and on Hollywood productions, for example, internationally. So yeah, there is a lot to choose from, and I think the best advice I can give you is decide what you would like to do, and then, because the programs really differ from very more general specialities to very narrow and industry specific aspects of it. So I would advise just to choose what you'd like to study and then do your research, do your homework, and see what's available in the education sector. Ask you, because you deal with Russian students a lot. So are there any particular specialities which are more popular with Russian applicants? In creative industry, yeah, obviously. Sure. Architecture is definitely featured, again, because Russians are very famous for their maps, and kind of it binds well together. Also, obviously, fashion, but I think fashion is because it's trendy. But also, I think increasingly, creative industry, whereby you can use creativity not as degree in itself, but creativity to develop your brain, so to speak. And recently, I have to say that a couple of students, they've chosen to study arts and science together. This is kind of very new and still puzzles Russian parents, but this is something which should be looked at as well. Talking of the trends, now there is this common belief among some people that you don't really need to do a degree program to master creative industries. You can do a short course, maybe an online course, and that's it. You can go and practice yours as a professional. So in your opinion, and my first question I think is, do you have any short-term courses at your institutions? And the second question is, what can you get from a degree that you can't get from a short-term course? Maria, could you start on that? Yes, of course. So yes, we do offer short programs at the Arts University Bournemouth. I mean, going to your question on, what a degree offer that a short program perhaps doesn't. I mean, it's true that short courses could help you to gain certain professional skills and practice within some specific subjects. But normally short courses are understood as something that you do for even less than a year time. So even though it could help you perhaps to improve certain skills, or you can use short courses as a part of professional development, for example, and things like that. It's not, it's a very short amount of time to learn anything else apart of a skill, or learn how to deliver a task. So higher education is much more than that. A degree program is much more than that. And there is studies that show how students with a degree program will have closer to 60% more chances of employability, as well as a higher percentage of salaries as well. So I think when students are considering a short program, yes, it is true that it will help you to get certain skills in a specific subject, but the level of depth that a degree program will give you, it's not something that you will get from a short course. I would agree with Maria there. Short courses rarely tend to be around skills and building on the knowledge and talent that you already have. Whereas, of course, a university course gives you time to experiment, time to explore, time to make mistakes, and lots of different facilities, much more interaction with other students as well, which is really important. Other ideas from academic staff, and thinking time as well. I mean, creative people are thinkers. We tend to forget that. It's not just about the doing. So there's no real comparison, and I don't think we could make it as a substitute. It really is a very, very different experience.
And a degree will also be designed as a series of building blocks over 3 to 4 years. And built into that could be work placements, could be interaction with industry, other professionals, lots of also opportunities to choose your own path and your own areas of investigation. And I was wondering who needs master's degree in arts, because this seems to be a very specific thing. Natalia, what are your thoughts on that? So master's degree is really it's sort of a launch part for your creative career. If you'd like to have some time and space and independence to do your academic research and to do a deeper research and gain understanding of the field that you will be working on. So it's also it's sometimes useful to step back after you worked for a bit in the industry and then reevaluate your practice, reevaluate the industry. So the master's program is really about that. Of having this time and space to explore the topic, to explore how the industry is changing, and to see how you can adapt your practice and how you can work further. So, and with the support from practitioners and academics that within this year, its master's programs are usually very intense programs. They are, and because they are short, it's 1 year only, so there will be a lot included. So it's yeah. And parents are often concerned that the children will end up in some low-paying jobs. So is there such a risk? Do you agree that creative industries don't pay much money? Stephen, what do you think? I think the quick answer is it depends, to start with. I think most graduates, apart from specific professions such as medicine and law, start at a lower salary base. I think it's a characteristic of the creative industry. So there's a lot of self-employment, there's a lot of entrepreneurship, and I think universities have woken up to that. They teach those entrepreneurial skills through student enterprises, creative hubs. Yes, there is a culture in some creative industries where initially graduates might be paid less than they're worth. I don't think I can deny that. But on the other hand, there are also great opportunities. So I don't know of any creative business that doesn't recognize talent and then want to celebrate it and hold on to it if it can. So yes, of course. I mean, as a parent, I'd say the same. You know, I've got 3 children in the creative industry, so I'd be I'd have to agree a concern. But I also think you've got to be happy as well. You've got to live your own life as much as your parents' life or their expectations. But I do think, you know, if you're motivated, you will succeed, and there are lots and lots of opportunities. It might not be a linear path. It might lead in lots of directions, but I certainly wouldn't be put off because there are opportunities there as well, particularly around digital culture and digital skills now. The last 12 months have been very challenging, but our alumni panels say that those that are digitally based have broadly had success as more people have moved to a digital environment. So I think that it's a bright prospect for creative students. Marie, is there anything you would like to add? No, I totally agree with Stephen, of course. I mean, I will add just a couple of things to what he just said. I mean, I understand as a mother myself the concerns, you know, of what your child is going to go and study. I don't think that is just for the creative industries or creative studies in general. I think in general, we all as a parents concerned what our kids are going to be doing in the future when they graduate. But when we're talking about the creative sector, I think sometimes parents perhaps forget the ramifications of where the creative sector actually is reaching out nowadays.
there is this ideal view of the artist being, somebody that is, drawing in his studio and he make some money out of his paintings or not. But when we're talking about creative subjects and creative degrees, it's not just about, drawing in a piece of paper. We're talking about an industry that incorporates the cultural sector as well as the creative sector. We're talking about the entertainment industry. We're talking about the advertisement industry. We're talking about media. We're talking about fashion. So we're talking about so many different ramifications throughout the creative sector that students can reach out doing a creative subject. It doesn't mean that you're going to study architecture and become an architect. You could go out and do so many different type of jobs within that industry. And sometimes as parents, we forgot that the range of opportunities that a creative degree can let your kids. Don't forget, creativity is one of those transferable skills as well. Nowadays is one of the top skills that any type of job are looking for in young people to have. Creativity. So regardless whether our kids are going to go and work for the creative industry or not, creativity is something that they are going to need regardless of what arena they're going to be moving into. And another thing that is very important is that the creative sector nowadays is the one that employ more people between 18 and 30 years old, which are exactly the age of the graduate students from university. So yes, we have other traditional studies perhaps that the employability or the salaries are going to be higher, but for people that are much older than our graduate students when they finish their degrees at 25, 26 or 24 years old. So those are things as well to consider when you are a parent, and to look at the market in general with a bigger pair of glasses, I will say. I think it's much more in the creative sector to look at. Could I just add that also the data that we get around the employment trajectories shows that students do go into high-skilled employment generally. I think that's a consistent. It's not just us, it's the national data. Julian, do you have any recommendations to parents who are concerned? Certainly. Firstly, mirror what Maria has just said. I would advise the parents to Google the word creativity, what it is exactly, because it's very important to understand that it's a skill. It's a skill to problem solving, to solve any problem creatively. And also very often, probably apart from some true artists, creative people are very collaborative. And again, lots of research shows that future is going to be very collaborative. It's going to be very hard to achieve something by themselves. And the second thing, what I would say is, looking at each child individually, I could definitely say that any given child who goes into creative degree, be it, I don't know, animation, game design, event management, etc., would definitely have a couple of more talents. For example, negotiation talent, or let's say, I don't know, leadership talent. And if they look at those talents and develop them and combine them, at this particular place, there can be that type of employment, which for the parents is not going to mean something very hard to digest, very hard to probably even pay for, but something which would put their feet on the ground. So this is my other advice. Perhaps follow a couple of more courses which for the parents would be more digestible. Again, like I said, negotiation or business or something else, leadership, which would mean, probably better employment. And then the question is, do university programs at your institutions include courses that might help to develop those skills like creativity, negotiation, leadership? Natalia, what about Norwich University of the Arts? Of course, well, we are very industry focused and very employability focused in the sense of the support that we provide. So each course
does provide this training of both how to set up your business, how to start your startup, how to be a freelancer, which is a very essential skill really nowadays. So it's both implemented in the program. We also have Ideas Factory, which is a separate sort of body in the university that helps students with some legal advice and practical advice of how to start their career. Absolutely, yes, this is one of the main focus for us, to make sure that students graduate with the skill set that they need to start their creative practice. Thank you, Marie. And what about Arts University Bournemouth? Yes, definitely. I mean, that's something that happens across the curriculum of all of our courses. There is something also that as a university, we trying to ensure we do for all of the students. We got a career and employability service that is part of the whole of the courses that we offer in the university. And this team of people are there to ensuring that our students are fully supported with things that can look very simple, but when you are about to graduate and you are in your last year of university, and then you start planning your next step, going out there on your own, trying to find a job, you're not sure whether you wanted to go by yourself and be a freelance, which is an option that a lot of students are following nowadays, or whether you got your dream company in mind that you wanted to go and set yourself the goal to get a job in there. So this service is there to support the students across the 3 years of their degree, but especially on the last year, we do things with them like really things that they're going to need, like interview skills. You know, what are you going to be asking an interview? How are you going to be presenting yourself? You know, I know that sometimes for people that are already in the professional industry, those things can come like very easy to us and very, you know, we think is as it is, but when you're really young, those things sometimes go over your head. So this service is there for helping the students from supporting them to set up business, to helping them with interviews, with portfolio preparations. Don't forget that the portfolios they're going to be using once they graduate to present their work, to get themselves jobs, is not the same that the portfolio they present to apply for a university place. So they have to work on their portfolios as well. There is a lot of inspirational talks. Being a specialist university, something that we do across all of the courses is we bring a lot of people from the industry to our campus, or digitally a lot nowadays as well. And those people may be film directors, producers, designers that are currently working in the industry. They have a name out there, and they give those inspirational talks to help our students to find how they can get there, to networking with those people as well. So a lot of things like that happening in our specialist campus across all of the courses, really. I think it's also, maybe if I can add here, that there is a lot of collaboration with our alumni. So we really have developed our alumni network and make sure that we have regular talks by recent graduates who had to start their career. So it's interesting for current students to see what they've done, how their path was different, and how they can use their advice. So it's also part of the work that we do to connect our students together. Can I just add that I mean, I agree with all of the programs that the other speakers have mentioned. We try and embed employability right from the start. So it's a progression, and it ends up in your career when you leave. We want to add value. We also offer mentoring, which we think is a key link between what students would like to do and what they can do by giving them extra confidence, as well as understanding around what's available, and recognizing the special challenges of the freelance entrepreneurial economy. We have a student enterprise center which helps students set up their own businesses. And of course, we need to recognize that many students start those businesses and also start work while they are still students. And
and we're there to support them with our career service and our mentoring service and the alumni network, which is not just national, but international. Thank you. Мы еще вернемся к диалогу с университетами, но сейчас хотелось бы обсудить, как поступить в британский университет в деталях. Вы упомянули уровень языка, который потребуется. Давайте поговорим о том, к чему готовиться, за какое время нужно начинать подготовку к университету, какие тесты нужно будет сдать и какие документы подготовить. Конечно. За сколько готовиться? Вот сейчас, слушая коллег, я как раз думала о том, что красной нитью сквозит вот тот самый commitment, то есть, скажем так, выбор и необходимость доказать и университету, и работодателю, что ты действительно хочешь оказаться в каком-то конкретном месте. Поэтому подготовка, конечно, нужна не только языковая, а к языку можно готовиться несколькими способами. Естественно, изучая язык самостоятельно, кто-то изучает в школе. Я очень рекомендую приезжать в Великобританию на короткие летние программы, благо их большое количество, и даже в этом году мы надеемся, что они состоятся. Это летние лагеря, и цели их на самом деле не только подтянуть английский, но также погрузиться в интернациональную среду, в конкурентную среду, как бы почувствовать себя вот в этой конкурентной атмосфере. Это действительно очень помогает, то, что мы называем в Британии peer learning, да? То есть кросс-опыление такое. Кроме того, мы в моей компании непременно прибегаем к тьюторам. И тьютор на самом деле это человек, который не просто обучает английскому языку, это своего рода ментор. Мы стараемся подбирать тьюторов, которые либо учились в схожих университетах, либо в целом из, скажем так, из индустрии. И на самом деле смысл есть еще вот в чем. Я замечаю, что очень часто сейчас детям от изобилия выбора не хватает некого ментора. То есть человека, который, может быть, мог им просто рассказать о жизни, немного рассказать о своей индустрии, немного направить, показать возможности, стать таким именно ментором, не хочу даже говорить старшим братом, и при этом, при всем, преподавать английский язык. То есть это действительно важная история, и я рекомендую хотя бы на какое-то время инкорпорировать в свою образовательную траекторию носителя. Опять же, по понятным причинам, что если вы хотите достичь определенной планки, вам нужно знать эту планку. И очень часто российские преподаватели при великолепном знании системы английского языка просто могут не знать этой планки. То есть это первое. Английский язык, соответственно, мы уже обсудили, что в зависимости от уровня IELTS должен быть сдан на минимум 5, если это foundation, и желательно 6,5, если речь идет о бакалавриате или о магистратуре. Я здесь еще добавлю, знаете, такую очень простую вещь, очень очевидную, но которую часто забывают. Я рекомендую и родителям, и детям представить, что они сидят там 20 сентября, у нас нет понятия 1 сентября в Великобритании, за партой, и они начинают изучать дизайн на английском языке. Я думаю, что очень быстро станет понятно, каким уровнем английского нужно обладать для того, чтобы взять по максимуму. Потому что университет, вот как говорили до этого коллеги, это еще и прекрасная возможность социализироваться. Да? И действительно, вот в этом кросс-опылении есть много смысла. Касательно документов, повторюсь, все просто, это некая форма предоставления доказательства о ваших академических успехах в текущей школе. И это очень просто делается, делаете вы это сами, либо через консультанта, форма довольно простая. Еще как бы одна галочка, один пункт, это мотивационное письмо. Его многие боятся, хотя это, по сути, печатная страничка А4, но в этом и сложность вместить свою биографию на эту страничку. Я здесь дам очень короткую рекомендацию, в которой вся суть британского образования. Британцы обожают причинно-следственные связи. И вы там не просто перечисляете всю вашу биографию, какие вы замечательные, а вы перечисляете ABC. Да? Есть такая формула, то есть action, что вы сделали, benefit, какую пользу вы от этого получили, course, как это вообще релевантно к тому курсу, который вы выбираете. Но так или иначе, естественно, вы доказываете университету, почему нужно взять именно вас, что вы привнесете в комьюнити, в сообщество университета, и перечисляете разные свои достижения, как в обучении, потому что вы идете в образовательную институцию, так и в каких-то ваших дополнительных достижениях, и чего вы хотели бы достичь по окончании вуза.
Я думаю, что в интернете масса ресурсов, и написав мне в какие-то социальные сети, я с удовольствием поделюсь рекомендациями. И портфолио. Портфолио, оно одинаковое для всех вузов, либо его нужно делать специально под каждый университет? Если речь идет о бакалавриате, то мы вспоминаем, что мы можем подать в 5 университетов, но специальности, на которые мы подаем, они смежные. То есть портфолио по логике вещей, оно, скажем так, примерно одно, но оно неизбежно будет адаптировано немного под университет. Ну, да, одно. Если говорить вот в очень общих чертах, что из себя представляет портфолио? Портфолио — это концептуально ваша возможность студента показать, скажем так, себя, свой внутренний мир университету посредством определенных работ, будь это скульптура, рисунок, в любой технике. И университеты действительно хотят видеть не обязательно инновативность мысли, но оригинальность мысли, то есть хотят видеть искренне студента. И опять же, я думаю, что коллеги из университетов поделятся советами, рекомендациями, как готовить портфолио. Но да, вы вновь демонстрируете свою креативность, свою, может быть, где-то нестандартность, может быть, и стандартность университета. And here I have a question to our university representatives. So how important is the portfolio for you, and what do you want to see in it? Stephen, could I ask this question to you first? Thank you. Well, yes, the portfolio is important because we're looking not just at who you are at the moment, but also your potential for the future. So the portfolio is a way of us seeing your creativity in a way that the other subjects that you have learnt and have been taught cannot show. So we're looking for the extra spark. I think if you wanted some tips as well as to what makes a good portfolio, I think we want you to be original. Don't copy things that you have seen on the internet. We'll have seen them already. Again, we're looking for your originality. And I think it's a characteristic, seeing many international portfolios, a characteristic of UK universities, and I think I speak for all of us, that we want to see how you think. We want to see the processes as well as the product. So sketches that lead you to where you are. And a mixture of media. So if you're applying for film, we're not really expecting fully finished films, but we'd like to know about your storytelling. Similarly, in architecture, we would wish to see some drawing skills, but they needn't be fully finished drawings of buildings. It's more about exploration. I think also, lastly, I'd just say follow the instructions of each institution has slightly different requirements, although we're all broadly looking for the same thing. But if an institution says they want 12 pieces, make it 12 pieces, not 20. Thank you. Natalia, would you add any tips to what Stephen has said? On tip side, yeah, first of all, I think it's important to check the requirements. Even though we do look for similar things, they will be different. Even within our institutions in NUA, we do have different requirements for different courses. For example, we would require for a film study, for a film degree, a short movie and a script, while for acting, you will need to produce a short performance. So do check the requirements, do check the websites, but also a good thing that many universities, all the universities, they are actually trying to help you. So we do hold regular portfolio sessions and advice, and we do upload lots of materials online to help you succeed and show your best. In terms of giving you tips, I think the first advice is tell your unique story. We really want to see what makes you stand out, what makes you unique. I think secondly, it's really important to show idea development because, again, we want to see how you think. We want to see how certain experiences influenced your practice and how you can put it into drawing or into film or into a photograph.
I think it's also important to pay attention to design and presentation because you will be showing your work. So make sure you have good photographs, good lighting, make sure you arrange it in, because we accept portfolio digitally right now. So make sure the format that you present is easily downloadable, easily, the navigation is simple. So just think of how people will look at your work. And I think the last advice that I would give is just be selective. Because academics and lecturers, they do have loads of portfolios to go through. So if we request 13 pieces or 20 pieces, just make sure that you include those and don't go overboard. Thank you. Marie, what are your tips? Oh, well, I think my colleagues covered everything you can say as a top tips, really, with regards to portfolio. I mean, I will say that, you know, the journey is much more important than the final outcome in a portfolio. So we wanted to see what they just described. We wanted to see the journey and how you express yourself and how you put your ideas into your portfolio, how you develop those ideas is extremely important for us, because then we can understand how your creative process is happening. So we understand how you actually are able to present that is really, really important. I think as students also, you should, the portfolio is all about you. The portfolio should show your personality so much. We wanted to see that piece of you that make you different and special, and how you transfer that information to us is really important. So don't hesitate also to show us your influences, you know, to your research, your work, something that Stephen mentioned, you know, your sketchbooks. We wanted to see that as well. It's not about the final perfect piece of work. It's also about the journey. It's about your sketchbooks, your drawing, what inspires you, what motivates you, what do you feel really passionate about. And something that is very important as well, because we're talking to students that, you know, they may be coming from other countries, from other influences. It's really, really important that you embrace where you come from, and that showed also in your portfolio, because that make you unique and make you different as well when you come to study abroad, to study in the UK. So embrace that as well, and show that part of yourself and your history in your portfolios. I think is also a good tip. Thank you very much for these valuable tips. I'm sure they will be very helpful. Юль, вы хотели что-то добавить про портфолио? Да, если позволите, здесь из опыта работы именно с русскими студентами, то, о чем говорят мои коллеги, в основном говорит о том, что предоставляя портфолио, составляя портфолио, кандидат должен ответить на вопрос «почему?». Почему он нарисовал те самые 10 работ, нарисовал или как-то создал. Я замечаю, что по двум причинам российским студентам это сложно сделать. Во-первых, потому что очень часто система преподавания креативных предметов в России и в других странах постсоветского пространства, она очень, скажем так, ригидная, да? То есть нужно рисовать в определенных рамках, и очень редко студенты объясняют, почему они что-то рисуют. А по сути своим портфолио вы не просто предоставляете конечные результаты, как многочисленно уже ответили коллеги, вы объясняете почему. И очень часто конечный результат может быть далек от совершенства. Но отвечая письменно на вопрос, как вы к этому пришли, вы как раз-таки удовлетворяете их любопытство. И очень, то есть это первый момент, потому что у нас очень довольно ригидная система. А второй момент, потому что существует, опять же, в системе образования такой имидж, что как бы творец, то есть artist, собственно, только должен что-то натворить, что-то сделать. И он не должен это объяснять, и им очень сложно это объяснять очень часто. Но британская система подразумевает, что вы объясняете письменно. Поэтому я рекомендую задумываться о вопросе, почему вы решили это нарисовать, и действительно писать, идти в этот процесс. Из опыта рекомендую вот это. Спасибо большое.
A big thank you to our university participants. Мы еще вернемся к обсуждению программ университетов. Сейчас с нами на связи Юлия Колбасова, студентка, да, все еще студентка Knowledge University of the Arts. Здравствуйте, Юлия. Добрый день, здравствуйте. Юля, у вас очень ценный опыт, потому что вы уже учились в России творческим направлением. Вы закончили один из ведущих российских университетов по направлению графический дизайн, работали графическим дизайнером и потом решили поехать в Великобританию и снова учиться на программе бакалавриата, теперь уже Game Art and Design. Почему вы решили... Все правильно. Почему вы решили получать второе бакалаврское образование в Великобритании? И в чем вы видите главное отличие вашего российского опыта от британского? Ну, начну с того, почему я начала, почему я решила учиться повторно. Я довольно давно задумалась о том, что я хочу второе образование, и я думала разные сферы, соединить их каким-то образом с моим первым образованием, потому что, мне кажется, хотелось немножко расширить свой кругозор, свою зону деятельности, так скажем, да, как-то учиться чему-то новому. И у меня появилась такая возможность, появилось такое предложение поехать учиться за границу, и я подумала для себя, что я хочу изучать, и благодаря своему какому-то предыдущему опыту, благодаря тому, что я до этого с чем сталкивалась, и, в принципе, к чему я стремилась, какие-то свои интересы, я решила, что я хочу изучать гейм-арт, потому что я сама тоже геймер, мне это очень интересно, мне очень хочется быть в этой индустрии, и более того, я была более направлена на 3D направление этого обучения, так как мне интересно именно 3D-скульптурирование, мне 3D-создание объектов, и мне, в принципе, интересно это направление. Я именно в этом направлении искала себе университет. Поэтому я изначально знала, куда я направляюсь, то есть что я хочу получить в конечном итоге. То есть у меня в голове было представление, что я хочу быть 3D-художником. Я еще не знала, каким именно, потому что там свои какие-то мини-направления, но в целом я знала, что я хочу создавать 3D-объекты. Поэтому университеты я искала и подыскивала именно с этим образом в уме. То есть я искала университеты, которые предоставляют обучение в сфере гейм-арт и которые предоставляют именно конкретно 3D-моделирование объектов. Искала я везде, и в Европе в том числе, и в Англии, так как я не знала, где конкретно будет лучше, я хотела... Ну, у меня уже достаточно, так как это второе образование, естественно, мне хотелось получить образование, которое даст мне наибольший старт, наибольший буст, который даст мне наибольшее, я не знаю, как-то количество знаний и качество знаний, которое... То есть, что я проведу эти 3 года в обучении не просто как бы, да, изучая теорию, а что я научусь и получу те навыки и знания, которые помогут мне сразу же после образования иметь возможность работать в этом направлении. А чем ваш британский опыт отличается от того, который был в России? Что особенного в британском образовании? Ну, как уже было вот только что, кстати, упоминалось раньше, очень огромная разница в том, какие требования предъявляются к творческому и какой подход к творческому образованию, что в России нужен результат. Неважно, как ты его достиг, неважно, как ты это сделал, неважно, какие мысли ты испытывал или какой процесс ты прошел, когда ты делал свою работу, ты должен предоставить конечный результат. И, как правило, этот результат должен входить в определенные рамки представления либо преподавателей, либо университета в целом. То есть, если есть определенные критерии, ты должен быть, что называется, fitting, то есть ты должен соответствовать этим критериям, ты должен быть в них, в этих рамках, и если ты сделаешь шаг влево, шаг вправо, все, расстрел. В Британии, наоборот, здесь очень сильно продвигается вот эта вот креативность, поиск себя, поиск пути, своего какого-то уникального развития, и тоже, да, в портфолио для меня было большим шоком, когда я узнала, оказывается, что нужно в портфолио показывать, как ты пришел к конечному результату, потому что это никогда не было в необходимости показывать в России. А в Британии, да, это очень сильно развивается, и это очень классно, потому что ты учишься учиться, потому что художественное направление очень сильно развивается, постоянно что-то новое, что-то
необычное, что-то, какие-то новые программы, какие-то новые направления. И нужно уметь после выхода из университета не просто работать с определенной программой или с определенным каким-то инструментом, а нужно уметь искать необходимую информацию, нужно уметь применять ее к себе, нужно уметь находить людей или находить, как-то научиться контактировать с людьми, как-то, в общем, научиться плавать в этой сфере и быть комфортной в ней, чтобы развиваться и далее после университета. И мне кажется, Британия дает наибольшее, вот именно вот по моему опыту, восхитительный опыт, что они именно учат вас не конкретно, где какие кнопочки нажимать, а как применять, как искать, как найти вот необходимую вам информацию и подходить к этому критически, с критическим мышлением. То есть здесь даже, когда сдаете IELTS, есть такая critical thinking. So, это очень важный момент в вашей работе, что вы должны критически относиться к себе, к своим работам и к той информации, которую вы получаете. То есть вы должны думать. Вас учат именно здесь думать, а не просто выполнять инструкции. Это замечательный опыт. Очевидно, у вас развивают креативность. А как насчет профессиональных навыков с точки зрения практики? Есть ли у вас какие-то стажировки, связь с индустрией? Да, конечно. На самом деле здесь очень сильно советуют студентам контактировать с индустрией, и это во всех уровнях, начиная с первого самого курса, это уже продвигается. То есть, во-первых, нам дают сразу требования, которые на данный момент существуют в индустрии, то есть требования к конечному результату, как он должен быть, требования к процессу, то есть какие ступени нужно пройти, требования к материалу, да, то есть чтобы вот к деталям, к нюансам в ходе работы и вашего как-то процесса обучения. Поэтому здесь обучают не просто конкретно какой-то одной программе, а здесь обучают вариативности, здесь обучают тому, как индустрия, что требуется для индустрии, какой стандарт у индустрии, поэтому именно это и преподается. И в качестве контактов с индустрией, вот, конечно, это не может различаться от года к году, потому что это все очень flexible, но вот на моем курсе, на первом, у нас было очень много приезжих гостей, которые рассказывали и свою историю, которые работают в индустрии, которые рассказывают свою историю, с этими людьми можно было пообщаться после их разговоров, да, или как-то лично можно было к ним обратиться. То есть они помогают, есть очень много вот помощи. Плюс университет на втором курсе уже, допустим, предлагают выполнить задачу, предоставленную от студии, да, то есть или от конкретного человека, который работает в индустрии, да, и он дает тебе задание, как если бы ты подавал, хотел найти работу, да, и проходил тестовое задание. То есть университет тебя заранее подготавливает к тому, что ты будешь искать работу, и какие задания тебе будут даны, какие тесты ты будешь проходить, чтобы получить эту работу, да, какие тестовые задания ты будешь выполнять, и, соответственно, тебя подготавливают к этому. То есть тебя подготавливают не к тому, что ты сдашь предмет на отлично, а тебя подготавливают к тому, что ты выйдешь из университета, и ты будешь знать, что делать. То есть у тебя будут способности практически, как выполнить задачу, но при этом ты будешь знать, что тебе нужно пойти туда, сдать вот это, и тебе дадут такое-то задание, то есть ты уже к этому всему информационно и морально готов. Поэтому, мне кажется, это самое ценное. Но, конечно, университет также дает все технические базовые знания, которые необходимы для выполнения минимальных требований. Если хотите что-то более углубленное, то университет всегда открыт. Все преподаватели очень открыты. Это, кстати, одно из тоже очень важных отличий от российских вузов. В России преподаватели вне рабочего времени недоступны. То есть вы не можете к ним обратиться с каким-то тревожащим вопросом, вы не можете к ним обратиться, что вот у вас там проблема, вы не можете что-то решить. Здесь, по крайней мере, в Norwich University of Arts, все преподаватели очень открыты. Вы можете обратиться к ним в любое время суток, просто в любое время дня и ночи, там, написать им письмо или написать им в TeamSpeak, где угодно. Вы можете просто им написать и спросить, что вот у меня проблема, что-то не получается, и преподаватель ответит вам, преподаватель вам поможет объяснить, что не так, как исправить, или просто даст какую-то критическую оценку в вашей работе, да, и подскажет вам, в каком направлении лучше двигаться. Мне кажется, это очень ценно, сколько информации вы сами можете
вытащить, можно сказать, из преподавателей здесь, чего вы никогда не сможете сделать в России, просто потому что преподаватели скажут: все, у меня личная жизнь, работа закончилась. Юль, спасибо огромное. Я напомню, что все желающие могут написать свои вопросы в комментариях, мы их обязательно зададим во время Q&A-сессии. Мы хотели бы сейчас показать короткое видео о Norwich University of the Arts, в котором, собственно, училась Юлия. Сейчас мы чуть подробнее поговорим о программах Norwich University of the Arts. Наталья, мой первый вопрос: чему можно научиться в вашем университете? Спасибо, Юлия. На самом деле у нас очень много программ. У нас 19 бакалаврских программ и 9 магистерских. И Норвичский университет искусств — это Specialist University, то есть университет, который только преподает программы в сфере дизайна, медиа и искусства. Все наши курсы, они практические, то есть они ориентированы на работу в индустрию, в индустриях, на работу в студиях и мастерских. Соответственно, и мы оцениваем студентов также не по экзаменам, а по их работам, которые они создают. Относительно флагманских программ, каких-то ключевых программ, тут мне тоже сложно рекомендовать что-то конкретное, потому что не совсем понятно, по каким критериям их выделять. Если вас интересуют курсы, которые, допустим, имеют больше наград или званий, то это у нас, например, будет графический дизайн или гейм-дизайн. Если смотреть по знаменитым выпускникам, тут добавляется и фильм, и фэшн, и анимация. Если смотреть по работам студентов, мне, к примеру, очень нравится, я всегда в восторге от студентов программы Fashion Communication и Promotion. Но этот курс как раз-таки о работе за кулисами индустрии моды, поэтому выставочный рейтинг не так важен для выпускников. Поэтому, мне кажется, лучше полагаться при выборе на то, что интересно вам, и смотреть на каждый курс по отдельности, смотреть на специфику, на программу. К примеру, у нас есть курс по анимации, но есть также курс по анимации и визуальным эффектам. Соответственно, там немножко другой скиллсет, там немножко другой набор навыков, который будет преподаваться. Вот примерно такой небольшой обзор. Norwich University of the Arts — это именно художественный университет. Дает ли это какие-то преимущества студентам, либо какие-то особенности? Мне кажется, что главное преимущество художественного университета — это креативная комьюнити. То есть это такое уникальное, потому что все студенты, они вовлечены в креативной индустрии, они все изучают какие-то креативные, интересные программы. То есть это получается очень динамичное и очень вдохновляющее пространство для работы и для обучения. И мне кажется, кроме того, это возможность также для студентов посмотреть, как эти индустрии взаимодействуют друг с другом. Потому что, к примеру, наши студенты кино, они часто сотрудничают с студентами актерского мастерства, со студентами визуальных эффектов. Также студенты текстиля и моды, они работают со студентами более бизнес-ориентированными, как раз-таки fashion promotion. Поэтому это возможность уже даже при поступлении, даже
как бы в начале своего обучения создавать свой нетворк, создавать связи, которые очень помогут в будущем. Контакты. Вы упоминали работы выпускников, известных выпускников вашего университета. И в разговорах со студентами мы часто слышали, что для них очень важно увидеть, насколько работы студентов совпадают с их видением того, чему бы они хотели научиться. Где можно посмотреть работы? Может быть, вы можете какие-то из них показать? Да, сейчас, одну секунду, я покажу. Даже есть несколько слайдов. Где можно посмотреть? В первую очередь обращайте внимание на, опять же, сайт. На каждом сайте, на каждой программе, и вы увидите такую небольшую галерею работ, где можно посмотреть на то, над чем студенты работали. Здесь, к примеру, у меня на слайде графические коммуникации. Это такой небольшой обзор. На все можно кликнуть, посмотреть, увеличить. Как бы даст вам представление о том, над чем работают студенты. Кроме того, возможно, единственный положительный результат пандемии в том, что наши degree-shows, которые обычно проходят в формате выставки, они были перенесены в виртуальное пространство. И то есть, если вы сохраните эти слайды, эти ссылки себе, вы сможете перейти на наши интерактивные галереи. Первая — это бакалаврские программы, вторая — это магистерская программа, посмотреть финальные работы наших выпускников прошлого года. Здесь у меня 2 слайда с работами. К примеру, как я уже отметила, мне нравится Fashion Communication Promotion, потому что, мне кажется, это очень интердисциплинарная программа, потому что она включает в себя и бизнес-навыки, и маркетинг, и коммуникации, и фотографию, и работу со стилистами. Поэтому финальные работы, они всегда такие очень, очень эффектные, на мой взгляд. Второй слайд — это своеобразный микс. Тут студенты и fine art, animation, design for publishing. То есть, в принципе, на всех курсах студенты — это поиск, это поиск новых идей, это креативные подходы, это инновации, это то, чего мы хотим от студентов, какие-то новые идеи. Да, спасибо большое. В выпускниках, да, меня еще тоже задавали вопросы. Мне кажется, у меня вторые слайды. Могу тоже о них рассказать. Да, Наталья. Слышно меня, да? Да, о выпускниках Норриджа. Как бы кусочек статистики: 93% наших выпускников, они находят работу в течение 6 месяцев. Поэтому много обсуждали о том, что есть за пределами креативных индустрий для студентов. На самом деле очень много возможностей, потому что эта креативная индустрия одна из самых развивающихся индустрий в Великобритании. Здесь у меня буквально несколько примеров наших выпускников. К примеру, Стюарт Крейг, который получил награду BAFTA за Best Production. То есть он работал над Гарри Поттером, фантастическими тварями. То есть фильмы, которые, возможно, смотрели очень многие. Анита Климсон, она сейчас работает в Industrial Light. Она была главным художником «Звездных войн». Здесь также Адам Эйвери, который работает иллюстратором в Google. И, кажется, у меня еще было несколько примеров. Брайан Боланд, он работает иллюстратором, у него очень много наград за Бэтмена, Чудо-женщину и многие другие комиксы и иллюстрированные новеллы. И здесь также у меня пример художницы и скульптор Джессика Майлз, креативный директор Мэри Сэнлер. То есть это буквально несколько имен. На самом деле наши выпускники, они занимают действительно лидирующие позиции в своих сферах, как в Великобритании, так и в других странах. А можете рассказать, чем Norwich University of the Arts отличается от других творческих университетов Великобритании? В чем его главное преимущество? Мне кажется, один из главных преимуществ в том, что Норридж небольшой университет. То есть это у нас 2500 примерно студентов каждый год. И это позволяет нам уделять больше внимания каждому из студентов. Как раз то, о чем говорила Юля, о возможности какого-то контакта, более персонального контакта с преподавателями, также о контакте студентов между собой. То есть мы действительно уделяем много внимания студентов от начала до их выступления до поиска работы. Во-вторых, как я уже упоминала, мы исключительно ориентированы на трудоустройство, поэтому в программу включены тренинги, выставки,
работа с реальными проектами, стажировки, какие-то совместные мероприятия. И у нас есть, как тоже говорила, мне кажется, раньше, Ideas Factory — это такой инкубатор идей, где студенты после выпуска не только могут получить совет по практическим и легальным вопросам, юридическим вопросам, ну, для создания своего бизнеса, но также и арендовать офис. То есть мы физически даже предоставляем возможности начать что-то свое, начать какой-то свой бизнес. И не могу не упомянуть, это наш кампус, который находится в прекрасном городе Норвич и в самом центре города. Поэтому, мне кажется, наш кампус — это такая микс истории и современности, который, мне кажется, очень вдохновляющий для креативных студентов. Ну и последний короткий вопрос. Что нужно сделать, чтобы поступить в ваш университет? Какие дедлайны? Возможно, я сейчас поставлю еще раз презентацию, тут проще будет визуализировать. Чтобы поступить, первое, что я бы советовала сделать, это обратить внимание на страницу для студентов России на нашем сайте. Там вы найдете подробную информацию о необходимых квалификациях, об условиях поступления. Второй шаг, то есть если вы подаетесь на бакалаврскую программу, то это заполнить заявление в системе ЮКОС. Дедлайн в этом году был 15 января. Но вы также можете подать напрямую, допустим, если вы не успели до 15 января, мы принимаем прямые заявки также. Для этого вам нужно связаться с нашим международным отделом international@nua.ac.uk, это наш сайт, наша почта. Мы всегда вам поможем с прямой заявкой. Если вы подаетесь на магистерскую, то это только прямые заявки. Третий шаг — это как раз подача вашего электронного портфолио и анкеты. И, собственно, все. Четвертый шаг — это осталось дождаться решения. Потом вы можете, если у вас будет решение, вы также можете податься на стипендию. Мы предлагаем несколько стипендий для международных студентов, которые частично покрывают первый год обучения. И, в принципе, вам кроме анкеты ничего не нужно будет для этой заявки, потому что мы оцениваем студентов как раз-таки по их портфолио и по качеству их заявки и мотивации. И также еще один из дедлайнов, которых важно учитывать, это дедлайн на проживание. Мы предлагаем несколько общежитий от университета. Если вам интересно, то тоже учитывайте его при подаче вашей заявки. Наталья, спасибо большое. Да, спасибо большое. Я напомню нашим зрителям, что если у вас есть вопросы по поступлению в Knowledge University of the Arts, вы можете оставлять их в комментариях. А с нами на связи представители университета Вестминстера Валентина Никитина, старший региональный менеджер по зачислению студентов Kaplan International Pathways. Добрый вечер, Валентина. И Ричард Болшер, специалист по зачислению международных студентов University of Westminster. Hi, Richard. Hello, hi. Мы только что говорили об университете Норриджа, который художественный вуз. University of Westminster – вуз более широкого профиля, здесь можно учиться самым разным специальностям. Валентина, вопрос к вам, прежде чем вы приступите к презентации. В чем преимущество обучения в вузе общего профиля? Это отличный вопрос. Мне кажется, что большое количество людей, когда речь идет о определенных нишевых специальностях, именно так часто видят все, что связано с искусством, думают, что нужен вуз, который занимается только этим. И это определенная специфика, конечно, где-то русского мышления. Да? Какие есть плюсы в том, чтобы, в принципе, быть частью вуза, который предлагает много разных направлений? Как мне видится, во-первых, это facilities. Это, конечно, большое красивое слово, плохо переводящееся на русский, но это все то, что университет может дать иностранному студенту с точки зрения лабораторий, с точки зрения территорий, которые, в принципе, отведены на разные виды деятельности. Это и фотокомнаты, это и длинные аудитории, которые отдаются для того, чтобы студенты могли работать с различными принтерами, с различными типами machinery. Да? То есть это возможность пользоваться большим количеством разных типов оборудования. И очень часто студенты, которые, в принципе, начинают какое-то арт-образование, думают, что, допустим, я хочу начать с вот этого, но попробовав эту, вот эту и вот эту области, может быть, мы сейчас посмотрим на что-то еще. Соглашусь, кстати, с коллегами, которые немного это обсуждали вот до того, как появилась я, и этот вопрос был задан мне.
Во-вторых, это network. Да? Мы много сегодня об этом говорили, и я с удовольствием послушала. Но я думаю, что, в принципе, зарубежное образование очень сильно опирается на то, что оно не должно быть только для того, чтобы получить скилл и только для того, чтобы получить бумагу о завершении обучения. Это также тот круг людей, с которыми ты будешь общаться с момента, когда ты пришел на занятия, до момента, когда ты в дальнейшем будешь искать работу и строить свою профессиональную жизнь. Эти блоки отличают студента часто в России от того студента, который использует эти связи для дальнейшей жизни. И возможность получить такие связи из разных областей жизни, не ограничивая себя исключительно art community, это, на мой взгляд, очень интересно. Спасибо. Well, it's over to you with your presentation now. Thank you. So, hi everyone. So, my name's Richard from the University of Westminster, and we're very happy to be joined by Valentina from Kaplan. We're going to talk just for 10 minutes about our university, and also Valentina's going to talk about how Kaplan can help you access the creative courses at our university. University of Westminster, we're based in London. We have 4 fantastic campuses here in London. Our Regent Street campus, where we started over 180 years ago, at the top left of your screen. It also houses our own cinema, which is a place where the first ever moving pictures were shown in the UK. The Regent Street campus houses all of our programs in things like social sciences. We will have our Cavendish campus, which is our science campus, essentially, and our Marylebone campus, which houses our business school, but also importantly for our creative students, our School of Architecture and Cities, and our Harrow campus, which is where all of our creative students studying arts, media, communication, fashion, and film will be based. Now, if anyone's visited London before, this map might look familiar. What we like to highlight in this map is that 3 of our campuses, our Marylebone, Cavendish, and Regent campuses, are very central, so right in the heart of the city. So a perfect place if you want to be right in the middle of the city and right in the heart of the action. Our Harrow campus is about 25 minutes from central London on the Underground, and our Harrow campus really gives you the best of both worlds in that you can be in London in 25 minutes in central London, but also there's a little bit more space in Harrow, so more opportunities for you to give big studio spaces to students and opportunities for you to live on campus in Harrow. I'm now going to hand over to Valentina, who's going to tell you a little bit more about Kaplan International College London, where you can prepare for your studies at the University of Westminster. Не удивляйтесь, сегодня мы будем прыгать немножко с английского на русский. Я думаю, что вы заметили это в принципе. Это будет a bit of gymnastics for you, mental if nothing else. Давайте посмотрим на ту фотографию, которую показал мой коллега. Конечно, он показал не фотографию, а картинку, наверное, а мы показываем фотографию. Если вы увидите ее же, мы в принципе видим похожий кусок карты, но с правой стороны. Почему мы показываем именно этот образ? Когда вы хотите поступать в университет, отучившись в русской школе, как много раз уже было упомянуто в ходе разговора сегодня, вам понадобится подготовительная программа. Где же вы получите эту подготовительную программу? Вариантов множество на самом деле, но моя задача рассказать вам про центр, который называется красивыми 4 буквами KICL, которые распадаются на Kaplan International College London. И это тот центр, где студенты готовятся к тому, чтобы оказаться на 1-м курсе, а иногда и на 2-м, университета Вестминстер. Если вы хотите найти его сейчас глазами, вам нужно посмотреть на левую сторону нашей картинки, и вы увидите голубым выделенный тег с надписью KIC London. Что нужно понять об этой локации? Она катастрофически центральная. На этой фотографии вы видите, за исключением KICL, также Tower Bridge, это известное, естественно, место для всех, кто когда-либо интересовался Лондоном, ровно так же, как и Tower of London, прекрасная, хоть и интересного цвета, Темза, конечно, и большое количество разных центральных локаций. Конкретно этот район называется London Bridge, такая же остановка метро. Если вы поедете с этой остановки метро до университета Westminster, вы проедете буквально 2 остановки, либо если вы, как большинство лондонцев, в какой-то момент купите велосипед, это будет приятная поездка длиной в 20 минут. Richard, could you show the next slide? I wanted to share a bit of it. Thank you.
Для того, чтобы показать то, как выглядит центр, где учатся наши прекрасные студенты, вы как раз можете посмотреть на правую сторону. Это здание на самом деле историческое. Я уверена, что, увидев его в жизни, оно произвело бы на вас потрясающее впечатление, поскольку одна из его частей все еще относится, простите, к историческому наследию Лондона. Это, правда, удивительно визуально красивое здание. И если бы камера отъехала немножечко в правую сторону, вы увидели бы Темзу, на которую смотрят окна этого прекрасного здания. Чему же здесь учатся студенты? Конечно, первично они готовятся к программам по Art and Design в университете Вестминстера. То есть, если вы захотите получить тот вариант образования, о котором сегодня говорил Стивен, и о котором будем говорить мы с Ричардом, вы будете первый год обучения учиться именно здесь. Также нужно сказать, что у нас также очень высокий student satisfaction rate. Люблю этот показатель, потому что мы задаем вопрос студентам об их довольстве обучением тогда, когда студенты переходят уже на программу Вестминстера. То есть если мы им не понравились, причины врать нет. Но они на 95% довольны своим обучением. Также нужно сказать, что мы предлагаем студентам не только обучение, но и проживание. Я еще немножечко о нем поговорю дальше по ходу разговора. И оно находится также буквально в 10 минутах от этого красивого центра. Giving the word back to Richard and back to English. Thank you, Valentina. So at the University of Westminster, we've divided our university into 3 broad colleges. And one of those colleges is our College of Design, Creative and Digital Industries. And that houses our School of Arts and our School of Media Communications, which are both based at our Harrow campus. And they house all of those courses in film, fashion. That's not only fashion design, but also fashion marketing and promotion, and fashion business management, fine arts, graphic design, illustration. So all of those students studying these arts and creative-based subjects are studying together on the Harrow campus, which allows for some fantastic collaborative work between our students. We also have our School of Architecture and Cities, which is based in our Marylebone campus in central London. Here we have some fantastic resources for students. So not only do we have huge studio spaces where our students can work collaboratively together, but we have some amazing fabrication laboratories where students can use cutting-edge technology, digital technology to build and create and make things within the university. The photo you see there is of one of our galleries. We have 2 galleries, one in Harrow, and this is our gallery in Marylebone, where some of our architecture students are displaying some of their work. The final school related to our College of Design, Creative and Digital Industries is our School of Computer Science and Engineering. So this is based on our Cavendish campus and houses not only those courses in things like software engineering and computer science, but also in computer games design. So those students who've got a creative aspect of computing and designing computer games technology. Now here you'll see some of our library facilities in Harrow. I really just wanted to showcase a kind of the beautiful, light, airy spaces you'd be studying in and working in if you were to join us to study at University of Westminster. And some of the fantastic facilities we have. Now handing back over to Valentina now, she's going to tell you a little bit more about exactly what a pathway program is and how that can help you access the University of Westminster. Мне кажется, что сегодня об этом чуть-чуть разговаривали, но хотелось бы, наверное, ответить на тот вопрос и то заблуждение, которое так часто бывает у наших родителей. Первый раз, общаясь с семьей, я часто слышу комментарий: но ведь Foundation – это просто курс английского языка. Мы и так знаем английский язык. Зачем нам нужен Foundation? И это супер частое заблуждение. На самом деле, главная радость от программы Foundation в том, что, по сути, это академическая программа, которая идеально готовит вас именно к тому, где вы хотите оказаться. К примеру, возьму Fashion Design, прекрасная программа при университете Вестминстера с высоким рейтингом, с высокими возможностями, с прекрасным уровнем трудоустройства. Если вы любите именно такую программу, придя к нам на программу Foundation, вы не будете изучать бизнес, математику и то, что не имеет к этому отношения. Модули вашего обучения, а их, кстати, будет 5, будут идеально соответствовать тому, чтобы оказаться конкретно на программе Fashion Design. Вы будете изучать то, что связано с искусством, то, что связано с его историей. Вы, конечно, будете работать над портфолио, но спойлер в том, что вы будете работать над портфолио все дальнейшее обучение, но с нами особенно тоже. Иными словами, это полностью академический курс. И здесь есть один комментарий, который важно упомянуть, если с нами сейчас находятся родители. Я уверена, что студенты пропустят это мимо ушей, но надеюсь на внимание родителей. Когда вы приходите на курс Foundation,
лучшее, что происходит с этим курсом, ну, возможно, второе лучшее, это то, что через период обучения, через программу у вас есть гарантия перехода. Что это такое? Это значит, что отучившись на программе Foundation, вы точно оказываетесь на бакалавре. Здесь нет боязни, которая так присуща родителям, что что-то случится, мой ребенок никуда не попадет, не перейдет и так далее. Здесь нет такого элемента. Вы точно знаете, где окажетесь. Richard, your slides. Yeah. Back to me. Thank you, Valentina. So at Westminster, we're very proud of a lot of the work our graduates have gone on to do and our alumni. And we have a fantastic alumni network around the globe of students doing very well. For example, Ben Jennings here, who was a graduate with us in 2012, actually won Political Cartoonist of the Year whilst still studying at Westminster and is now working for newspapers here in the UK. We have graduates such as Jim, who is now working as an illustrator with the Harry Potter franchise. And going back to that kind of the digital side of things and looking at that expanding industry in games design and digital art. So we have graduates working in digital arts at the moment. And I would really recommend, if you want to see some fantastic exhibition of what our animation graduates are doing, if you were to look on YouTube and look for Melanie Campbell's film, she won a film festival award for animation. And you can see some of her portfolio on YouTube, which is really well worth seeing, just to see the process of how she's developed that piece of work using facilities at our Harrow campus. And we have some alumni who've gone on to do some amazing things. So like Neil Purvis, who studied with us, has gone on to write for TV and for film, was a screenwriter for a lot of the James Bond series. Christopher Bailey, who you might know, was the Chief Creative Officer and Chief Executive Officer at Burberry. And Charlie Brooker, who's a TV personality in the UK, but also created and writer of the Black Mirror TV show, which you might have seen on Netflix. We have Asif Kapadia, who won an Oscar for his film about Amy Winehouse, and recently created the film about Diego Maradona. Vivienne Westwood, I'm sure you all know as a kind of amazing fashion designer and world famous fashion designer. Finally, Charlie Watts, I always include because he's a member of the Rolling Stones and he studied with us. It was a long time ago, but if a member of the Rolling Stones has studied with you, it's well worth mentioning. We did also have members of the band Pink Floyd study with us as well. So if you're a fan of 60s music, then there's a lot of heritage here at Westminster. We're not only a university for creative and digital arts, it's a big part of what we do, but we are quite a large university. We have about 20,000 students from 150 different nationalities. So it's about a quarter of the student population from outside the UK. So it makes it a very diverse environment for you to study in. So you'll be meeting people from all around the world and hopefully collaborating with them. Not only collaborating with people from within your own course of study, but from people from outside of that. But trying to get a wider perspective on your studies. We have some fantastic research we've been doing, and we've ranked very highly for research, not only in design and creative and digital industries, but across the whole university. And really proud of the work we do with employability and our graduate employment rate. A lot of what we do is kind of really focused in on employability with placements and internships, kind of really key to a lot of the degrees you'll do with us at Westminster. This could be anything from year-long placements and things like computer games design, where you do a year-long placement working for a company in the UK, or in fashion design, where we have some fantastic placements where students are working with people like Givenchy, Louis Vuitton, these really top-end fashion houses. Through to, if you're doing things like fine arts, photography, it might be more shadowing or working with a practicing artist. We do have a real focus on entrepreneurship and enterprise as well. And as our speakers mentioned earlier, it's a real kind of booming industry within the UK. And we want to support our students when they're going out into work following their studies. So there's lots of opportunities for mentoring, advice, and our Creative Enterprise Centre, which will really kind of help students kind of take that first jump into employment, or even if it is starting their own business, or kind of working freelance, or joining an organisation once they've left the university. Our employability team and our careers team will also work with our students after they've left university. So for 3 years after you've left university, we're still there to offer advice and guidance and help to make sure that our students are working and kind of using the skills they've learned at Westminster to really enhance and further their career.
And now back over to Valentina for a little guide on kind of the costs involved perhaps in studying in the UK. Мы, конечно, немного забросали вас слайдами, простите нас за это, но я думаю, за этот слайд будут благодарны все присутствующие и особенно родители. Когда речь идет о выборе образования, очень часто вопрос расходов на обучение, он строится исключительно на стоимости самого обучения и более ни на чем. Но это крайне неправильный подход к ситуации. Я голосую за то, чтобы родители учитывали все возможные элементы, когда речь идет о будущем обучении, о бюджетировании на него и так далее. На что же стоит обратить внимание, когда вы выбираете обучение в Лондоне? Цены бывают очень разными, но обычно начинаются с 12-13 тысяч фунтов. Есть определенные расходы, которые подпадают под административные сборы, и это актуально в принципе для любого учебного заведения. Книги, естественно, стоимость учебных материалов также разнится, и есть студенты, которые перекупают то, что было оставлено студентами предыдущих лет, но это обычно порядка 400 фунтов. Проживание и вообще стоимость проживания в Лондоне – это отдельная история, о которой можно говорить очень долго, но если вы мечтаете, чтобы ваш ребенок, или вы сами, конечно, жили в первой зоне Лондона, стоимость, вы сейчас видите, она начинается где-то с 10 тысяч фунтов. Расходы, дополнительные расходы на проживание – это то, что включает развлечения, питание и прочее. На самом деле их сложно измерить, потому что все очень сильно зависит от того, как вы видите свою жизнь и как вы, в принципе, привыкли тратить свои деньги. Но если мы пытаемся посмотреть, скажем, на стандартное питание и немного развлечений, реально уложить свои расходы в 600 фунтов. То, что видит британское правительство как расходы в Лондоне, это немногим больше, чем 1000 фунтов в месяц. И, конечно, обязательной для любого студента является страховка, которая также будет варьироваться по стоимости, очень много вариативов, соглашусь, от примерно 500 фунтов до где-то 700. Страховка вопрос очень важный, многие спрашивают, покрывает ли она коронавирус. Surprise answer, что нет, это покрывается государственным провайдером, который называется NHS. Richard, moving on to the next one. Thank you so much. И, конечно, один из последних слайдов сегодня перед маленьким видео, это, конечно, разговор о зарплатах. Говорить о том, что что-то дорого или что образование дорого, можно, конечно, в отрыве от того, сколько студенты будут зарабатывать после, хотя корректнее сказать, выпускники будут зарабатывать. Но я думаю, что это не совсем правильно. Правильно, в принципе, говорить о том, как быстро вы сможете вернуть себе и своим родителям вложенные деньги. И для того, чтобы это предположить, имеет смысл посмотреть на среднюю колонку в этом прекрасном представленном чарте. Эта информация взята с сайта Glassdoor, если вы хотите об этом тоже почитать, это очень интересно, то есть нейтральная информация о зарплатах в Великобритании. То есть, как вы видите, можно начинать anywhere с 27 тысяч фунтов и доходить до 90 и больше. Это очень разные позиции, но это действительно усредненные зарплаты. Хочу обратить ваше внимание, что большинство студентов, которые делают стажировки во время обучения, не начинают с позиции junior, они начинают с позиции middleweight. То есть мы говорим уже о том, чтобы смотреть на 30 тысяч и выше. Эти зарплаты позволяют довольно независимо проживать в Лондоне. Естественно, вам все равно придется бюджет, потому что это Лондон, но это вполне нормальная, комфортная жизнь и, главное, перспектива роста. Для того, чтобы мы могли показать вам немножко больше о Вестминстере, нам хотелось бы показать маленькое видео. Я думаю, что for that, Richard would have to stop his sharing, so we can show a small video. Thank you, Valentina.
Валентина, Ричард, спасибо большое. Thank you very much. Последний вопрос. А каких студентов вы ждете? Каков профайл вашего идеального студента? Я практически сказала, любой прекрасный студент хорошему мы хотим всех видеть. Но нет, отвечу иначе. Наверное, самая главная вещь – это то, что это должен быть студент, который хочет находиться в Лондоне и может многое от этого получить. Он в состоянии оценить, насколько много стажировок, возможностей, знакомств, связей дает Лондон и Университет Вестминстера. То есть студент, который готов учиться и получать все эти плюсы и от университета, и от жизни в городе. Спасибо большое. Thank you very much. Все три представленных сегодня университета замечательны в своем роде. Норвич — это маленький город, пропитанный английской историей. Лондон — огромный мегаполис. Наш третий университет-участник, Bournemouth University of Arts, расположен в Бонмуте, небольшом курортном городке. Мы поговорили с одной из выпускниц этого университета, чтобы рассказать вам о том, каково учиться в этом вузе. Давайте посмотрим видео. Какая-то просто такая мечта выучить английский, и почему-то вот с детства, еще в школе, по-моему, в 9 классе у меня было именно вот Великобритания. Я хотела вообще поучиться на актрису, да, но потом получилось так, что, да, выбрала вот эту профессию. Я вообще нисколько не жалею о том, что я выбрала этот университет, так я очень извиняюсь. Не жалею, что я выбрала этот университет, потому что мне он понравился. Мне понравилось именно то, что он был связан именно с такой художественной с точки зрения, что там по кампусу, когда ты ходил, там везде были какие-то выставки, работы студентов, кто-то там какие-то платья шьет, кто-то мейкап делает какой-то нестандартный. И там была прям такая атмосфера, ты будто бы ходишь, ну не знаю, в каком-то музее творческом, все такие люди все время яркие, ну, то есть не в костюмах сидят, как вот какой-то обычный такой университет стандартный, а там все ходили в каких-то разноцветных там, да, костюмах, ну, то есть вообще другая атмосфера. То есть мне это было по душе, я не хотела, чтобы было вот как раз-таки такие бизнес-сьют, все такие серьезные, никакой улыбки, вот, а там была такая живая атмосфера, так скажем. То есть как бы я вообще не жалею, что выбрала этот университет, мне понравились все 3 года обучения в нем. Были лекции тоже, были семинары, но было также много практических частей. Нас учили работать в командах со студентами, учили работать с ребятами из других курсов. То есть если мы организовывали какое-то мероприятие, нам надо было подключать еще и других студентов, то есть, допустим, людей, которые снимают фильмы, чтобы они нам помогли снять какую-то рекламу, да. Единственное, что очень отличает наш университет, это то, что у нас не было никаких тестов, контрольных, экзаменов, ничего такого. То есть у нас были дипломные работы, какие-то задания, что по каждому предмету нас проверяли, но это никогда не были какие-то тесты, контрольные или что-то такое. Как бы, ну да, возможно, кто-то подумает, что это менее серьезно получается, что когда ты учишься в таком университете, но с другой стороны, ты меньше стрессуешь, и тем не менее ты понимаешь, что все зависит от тебя, в твоих руках то, что, какие знания ты получишь, и по итогу тебе все равно нужно предоставить эти знания, написав там какую-то дипломную работу. Все учителя, лектора, они были очень открытые, очень классные, такие живые. То есть если у тебя возникали какие-то вопросы, они без проблем могли с тобой еще раз встретиться, объяснить, там, рассказать, как и что. Даже я бы сказала, что в большинстве случаев инициатива шла с их стороны, чтобы еще раз встретиться, еще раз объяснить, рассказать, спросить, все ли ты понял, что надо сделать. Вот, да, так что с этим проблем точно не было. Но в моем случае вообще нет. Приходили какие-то спикеры из разных отраслей, кто там, ну вот если говорить конкретно про мой случай, да, то есть, допустим, мы там изучали, как работают
театры, допустим, в Великобритании. И вот к нам приходил представитель какого-то там лондонского театра или из другого города. Рассказывали, да, ну, очень много было именно гест-спикеров, которые рассказывали про свой опыт. И на втором курсе была именно практическая часть, то есть нам нужно было по профессии устроиться куда-то на 6 недель на работу. И я попала в одну очень классную компанию, которая занималась как раз-таки организацией корпоративных мероприятий. И да, там было всего одно место, мне так повезло, что взяли именно меня. И там прям было очень круто. Я думаю, что из-за того, что я попала туда, я посмотрела, как там работает бизнес, и потом уже смогла какие-то из их рекомендаций применить, ну, на себе, переехав в Латвию, открывав свой бизнес. Город прекрасный, я по нему очень скучаю. Он, я бы сказала, это такой туристический город, потому что он находится на берегу океана. Там не очень много людей, в основном население это пожилые, кто, я так понимаю, приехал туда уже вот так вот расслабиться, отдыхать, и студенты, потому что там все-таки 2 больших университета, которые очень хорошие по отзывам, да, по рейтингу. Вот, то есть в основном там пожилые студенты, но город прекрасный, там те, кто любит природу, вот погулять, море, какие-то леса, мне кажется, это очень классно. Вот, то есть там вот этого достаточно. В очередь я бы прочитала предметы, которые присутствуют в программе. То есть меня подцепило то, что у нас было не только про организацию мероприятий, у нас было про менеджмент, про бизнес, то есть то, что, в принципе, в жизни довольно важно и везде сейчас востребовано. Да, то есть посмотреть на предметы, попробовать пообщаться с теми, кто уже учится на этом курсе, узнать именно живую точку зрения, то есть что там происходит, как происходит обучение, насколько сложно, насколько интересно. Вот, возможно, созвониться с какими-нибудь лекторами, да, или с представителями университета, чтобы они еще со своей точки зрения объяснили, как, что. Вот, ну да, то есть просто быть открытым, общаться, изучать, понять, насколько тебе это реально откликается, насколько ты хочешь потом связать с этим свою жизнь. So, and we have Maria Quero on air with us. Maria, could you tell us a bit what makes Arts University Bournemouth a special place to study creative industries? Well, the Arts University Bournemouth is a very special place. We like to see ourselves as a creative community, as a hub of creative mind people. We all share a passion within the creative community we are at. It's not just students having the passion for the creative subjects, it's also all the staff members. We are extremely passionate about the creative industries and the creativity in general. So our campus is a busy place where projects, art, creativity is all around. It's also a very welcome place. It's very, the fact that we are not one of those large institutions, we have just under 4,000 students in our campus, make us a community very well connected with each other. Students in here will feel at home. They will feel that they connect. Not just with the subjects and the studies they wanted to do, they will connect with the staff, the academics, and they will connect with students from all around the world as well. So it's all about creating that, sense of belonging somewhere where you can share your passion, you can share your creativity, you can develop your networking connections, and just a very, very happy place for students to be and develop their creativity before they going into the professional creative industry. And what are the university's top programs? I would say
all of them are absolutely amazing. They are all very practical courses. All of our undergraduate courses are 3 years long. We obviously also have a great foundation in art, design, and media as well, which is an excellent program for students to prepare their portfolio and to get the skills they need before they apply for an undergraduate course. But I will say, if we have to choose the top courses or the most popular courses, perhaps where we got more students applying for, and they all wanted to come and do that at AUB, at the Arts University Bournemouth. We are very extremely popular on film production. We have an amazing alumni that comes from that course, and we have amazing work delivered every year by that team and those students. But a lot of other courses are extremely popular. Animation production, visual effects for film and television are actually some of the programs that are extremely popular. We are also very well known for our costume design and performance programs. We actually hold the Queen's Award for our costume program in design. So that's another course that is also very popular. But to be honest, all of them, you know, architecture, interior architecture and design, fashion, we have 2 amazing programs within fashion design for those students who want to be fashion designers. But we also hold a program in fashion branding and communication, especially nowadays where a lot of students are working in the digital areas. Fashion branding and communication is becoming extremely popular in student choices for those ones who wanted to go into the fashion industry, but they wanted to be more into the advertising, the branding, the communication side of the fashion industry as well. And then you got the other traditional courses that they are always popular, regardless of the trends or not, you know, fine art, photography, commercial photography, textiles, for example, is extremely popular here in the UK. We have 2 programs that are very unique to AUB and very, very extremely good programs. One of them is makeup for film and television. So we actually train and teach students to become makeup artists for all of those amazing blockbuster movies and series that you watch on television and films. They are the ones that work on prosthetics and create all this amazing makeup for film and television. So that one is one of our very popular courses. Also, model making is a program that not many students understand what it is about. Not many students understand the career opportunities that model making can have for them. And model making is a profession that is opening up into too many other areas, from healthcare to animation. You know, you can be a model maker and work in so many different types of professions when you graduate. And of course, creative writing, I think, because we have a really great program in creative writing, and we got a lot of students that come here to progress to become screenwriters for film, series, television, you know, whatever that is. Thank you very much. That's quite an extensive list of exciting opportunities. Looking at alumni and student projects seems to be a really important activity when choosing a university. I know that you can share some of these works with us. Yeah, sure. I mean, I have some slides that I can share with you now. If I just put my screen in here for all of you, I can put some of the slides with, just to show you a little bit some of the work of our students. I mean, we have an amazing alumni at AUB. We are extremely proud of the students that graduated many years ago that are alumni from AUB. I mean, we got big names, filmmakers like Edgar Wright. I'm pretty sure that most of the audience here today have watched Hot Fuzz or Shaun of the Dead. As a filmmaker, we are extremely proud of a lot of the work that he's done. Writers like Simon Beaufoy as well. I suppose you guys have watched this London Billionaire or The Hunger Games. And from there to
architects like Sir Peter Cook, who create this amazing drawing studio that is part of our university campus. And it's actually the first drawing studio that was built in the UK in the last 100 years. This building was opened just a few years ago, and it's a great testimony of how our university is truly a state-of-the-art facility where students can develop their skills and using all the latest equipment and having amazing access to drawing studios, workshops, print rooms, all the sort of facilities that they may need to become part of the professional industry. But something that I also always like to mention, because it's very, we always tend to talk about the alumni and the famous people that come from our universities, and it's amazing what those guys have achieved after so many years working for the industry. But I think it's also really important to stop and look at the work that our current students are actually doing. And I think it's really, really important that we also embrace that those young people that are still studying at the university level are actually doing amazing work, or they just graduate and they go and work in amazing projects. I mean, we got Andrew, who is an animator who went and worked for Toy Story 3, The Good Dinosaur, a lot of amazing animations. The photograph you got there on your right is a photograph by Zach L.A. And he's actually, he was last year a second-year student from commercial photography, and he went off and did this collaboration project with another one of our students, Rebecca Ross from makeup, and those two got together and they did this amazing project inspired in the TikTok logo that I'm sure a lot of the students listening here today are familiar with. And actually from those photographs, Zach actually won the Young Sony World Award, Photography Award in 2020, in the middle of a pandemic with everything that was happening. We have amazing students like Zach that done amazing projects that got yourself world recognized prizes in photography. There on the left-hand side, you got Dominic Platter, which is another one of our students who graduated from acting and went to work in West End performance like The Lion King. So we have a lot of students. I really like to always mention the ones that are currently here. It's just a big list of them, really. Julia? И у нас есть видео с демонстрацией работ студентов и выпускников Arts University Bournemouth. Сейчас мы вам его покажем.
Maria, and could you please give us an action plan? What should a student do in order to apply, or maybe to get more information about programs, and maybe you could draw some general information about the deadlines? Yes, of course. Students got different ways of applying for the university. One of them is they can apply through UCAS, which is the general system that students use to apply for undergraduate programs in the UK. Within the Arts University Bournemouth, we also accept direct application for the students. So students can apply for either foundation, undergraduate courses, or master's degrees. They can apply directly into our website. So they can go to aub.ac.uk and they can submit an application directly with us as well. And in order to apply, I mean, there are obviously certain things that they need to take into consideration, like the main entry requirements and other things like we talked earlier, which are sort of the portfolio are really, really extremely important. So I would recommend anybody applying for the university to be sure that they go into the website of the course they wanted to apply, whether that is graphic design or illustration or model making or architecture, and read out the portfolio guidelines for that course so you understand what do you need to put together in your portfolio for your application. Also very important is your personal statement letter. And I know because I have talked to so many students from Russia before, I understand that the portfolio, the personal statement is sometimes a concern about what do you need to put together, how you present it. The Arts University... Maria, sorry to interrupt. I think you need to switch to the next slide. Oh, sorry. There you go. So there is all the information and contact details there for the students to go online. As I was saying, we also offer a one-to-one service to help the students with their portfolio. So if any of you today are watching this and you're planning to apply for university now or in the future, and you would like to have a one-to-one personalized with an academic that look at your portfolio, that give you tips, that give you some feedback directly, that's something that we can organize as well to help through the application. So I'd recommend you application deadline, obviously for undergraduate, try to apply before the UCAS deadline, which is normally mid or middle of January every year. And trying to submit your application as soon as you can, really. But as I say, we are here to support and give advice as well to students on portfolios and application. So my contact details are there. I'm happy to answer any questions after this event, if anybody have any. Maria, thank you very much. У нас осталось немного времени, чтобы ответить на некоторые из ваших вопросов. И первый из них я бы хотела задать Юлии. Вопрос звучит следующим образом. Есть ли возможность перевестись с бакалавриата из Российского университета на бакалавриат в UK? Да, абсолютно точно. Как правило, это не происходит, например, с первого курса российского вуза тут же на второй курс британского вуза, то есть, как правило, идет с понижением года, но абсолютно точно можно сделать. И самая главная рекомендация, вы должны сделать из себя такую кандидатуру, от которой просто британский вуз не сможет отказаться. То есть рассматривайте в этом случае вуз как вашего клиента, к которому вы себя продаете. Прекрасное портфолио. Если оно нужно, великолепное владение английским языком и общаетесь напрямую с университетом, опять же, прекрасно себя продавая.
И, наверное, еще один вопрос тоже вам. Есть ли возможность поступить на бакалавриат при не лучших результатах A-Level, но с хорошим портфолио? Да, с поправкой. Я бы хотела знать, в общем-то, какие результаты этих A-Level, потому что не лучшие могут быть разные. Это может быть C, а это может быть E. И это огромная разница. Поэтому, наверное, за деталями, если соискатель вопроса мне напишет в соцсети, я смогу ответить. And the question, I think, to all of the universities present, what part of the study time is devoted to developing practical skills as opposed to theory, learning theory? So could you just maybe answer in numbers or in short answers? Valia, could you start? Sure. Actually, are we doing English? Are we doing Russian? I feel like I automatically went into English. Let me stick to English, since we started with this. Right. So I would say if we're speaking about the arts education in Westminster, as a lot of both of the ladies actually mentioned, similar in our case, it's heavily practical. So students who study with Westminster, they go to Harrow campus, which is fully dedicated to arts degrees in all of the variety. And there would be a special set of facilities that's dedicated to each specific, I want to say subject area, but each specific degree. So if you were doing photography, 40% of the course would be dedicated to practice. If you're doing fashion, it usually goes 50-50 between practice and theoretical study. And also it's important to say that internship in this case would be, in a way, part of practice. So it is heavily practice-based. To you. Natalia, can you hear me? You have your mic off. Of course, someone had to be this person. I would say that most of our courses are trying to balance practice and theory, although we are sort of more practice-based, and all our education does happen across studios and workshops, so students do spend a lot of time. But I would say that doing your research and writing essays is still an essential part of education, so you will have to submit a final project and supported by the statement of actually your discovery. It's a very important part of the education in the UK generally, I think. So we do pay a lot of attention to that as well. Yes, I will say exactly the same than Natalia, actually, very similar. Obviously, being a specialist university, Arts University Bournemouth is, very focused on the practical skills development for the students, but it depends on what we understand also by theory and practical skills, because coming from a different education system myself in Europe, normally undergraduate programs, when you're basing on theory, you could understand it different, that theory level of studies, to what actually sometimes happen perhaps in undergraduate programs in the UK, when we talk about research and independent study and collaboration and a lot of other things that are happening that perhaps they're considered theory, they're not exactly 100% theory as you will understand in a more traditional undergraduate program, perhaps. But I will say for numbers, if you want numbers, I will say probably as an average, obviously all the courses are different, like the colleagues just say, but I will say maybe 70% practice, 30% theory, but it's not just theory, as we know. Thank you very much. У нас осталось много очень хороших неотвеченных вопросов. Мы попросим наших участников написать ответы и обязательно разместим их в комментариях под видео, которые мы сохраним на нашем канале Forbes Education. Подписывайтесь на наш YouTube и приходите на следующие эфиры.